Всем привет, доброе утречко, с новым кофем, с новым утром. Как всегда, у нас новый день и новые приключения. Погнали! Ну вот и настало утро выхода. Вчера мы закупились продуктами, овощами, молоком, хлебом, водой, сосисками, всем на свете, шоколадками всякими. В общем, все, что может пригодиться на 600 евро. И витамины взяли, и дизеля заправили, и бензина заправили. Осталось нам сегодня выписаться, заправиться в бак, что мы только канистры взяли. Заправить в бак около 200 литров попробуем беспошлино, потому что мы выходим из страны, если получится. Потому что они требуют синюю печать для проведения этой процедуры Tax Free Fuel. Но печати у нас пока нет, я ее не сделала и даже не ожидала, что она мне так скоро и так важно будет понадобиться. Это вообще очень странно, потому что юридически и подпись, и печать это одно и то же в моем случае. И я не понимаю, почему они требуют именно чернильную печать, как написано. Ну, в общем, будем пробовать заправиться без печати. Но, может, не выйдет, и будем тогда заправляться как есть. Вынесла мусор, заправила все танки водой, отключила воду и подтянула подвесить тузик на кран-балке, опреснили все. Ребята перетаскивают свои вещи со своей лодки на мою. И потихонечку скоро будем в 9 выходить. Все, давай отдаю Мурингу. Так, все, готовься отдавать бушвар. Ребята скинут его, и все, я назад сдам, наверное. Все. Так, это скинут. Вот это надо будет отдавать. А где мой телефон? Это Бетер, по-моему? Нет, это Ветерфол. Это Бетер. Нет, Юля. Это Бетер, я согласен. Хорошо, за Бетером приглядите. Мама сказала Бетер, значит Бетер. Все? Да. Всем спасибо. Всем спасибо, всем пока. Всем вам больших удач. Связываем? Да, связываем. Ну да. Спасибо. Чисто. О, ребят, пока! Пока! Спасибо за теплый прием! А мы еще вернемся. Я надеюсь. Так, мы-то вернемся. А они будут его принимать. На нос? Этот на левый борт на нос. Сейчас попаду по дороге, нам еще ехать полчаса. Без причал вышел. Так, а этот? Подготовить к отдаче за рейлингами вот здесь. Короче, по идее, если верить. Прогнозы все разные. 6 штук все разные. Ну, в целом, 6 штук и все разные. Да, 6 прогнозов все разные. Это, короче, мы куда-то встрянем 6 штук. Не, мы не встрянем. У нас, ночью начнется ветер. Сильно разные? Нет, не сильно разные, чуть-чуть разные. Ветер будет дуть с одной стороны, это факт. Все прогнозы это говорят. А днем ветра нет. Непонятно будет когда и непонятно будет с какой силы. Некоторые прогнозы говорят, что днем ветра не будет. Некоторые говорят, что с залива будет с одной стороны, в 9 сменится с той и будет прям хороший. 20-очка на порывы 25, ближе к 30. Но некоторые говорят не так. Некоторые прогнозы говорят не так. Посмотрим, какой спутница. Поэтому сейчас мы пока выйдем в море под мотором, проплюетесь. Что, прям сразу? Что, прям сразу? Я думаю, у меня не часов надо будет хороший дальше. Сейчас посмотрим. Проникнуться. Впрочем, если никто рыгать не будет, потому что я не буду. Когда смотришь, как другие рыгают, то на самой тоже хочется рыгать. Все узнаем.
Машу проверили? Так, тихо. Проверили вас. Ни хрена не понимаю. На Леоне вступить, наверное. Смотри, мели по левому борту. Все. Паспорта-то взяли? Да. Да, вот без них. Я не помню, где наши паспорта. Да, и да. Давайте, паспорта ваши. Они, по-моему, там на полочке лежат. Волны нет, 1800 оборотов, скорость 5,2. То ли обросли, то ли что. Маленькая скорость. По 8-му каналу надо связаться на подходе, помнишь? Рация в переходе вот здесь внизу. Да. Как у тебя моральное состояние? Да. Какое? Как там подходить? Нас пока не встречают. Если не встречают, то мы сами, да? Ну, как-то надо пробовать петлей забросить, потому что сойти там не получится. Найти не получится, петлей забросить. Попробовать. Вон Лёха ходит за забором. Где ты яхту видишь? Да. Да, вижу. Куда он показывает? Он показывает вдоль себя. Быстро на правый борт все переносим. Экранцы до воды на правом борту. Кранцы надо по нему. Сейчас вот так зайдем. Правый, на правый борт. Вам команда была, делайте. Кранцы до 10 сантиметров до воды. 10-15 до воды. Быстрее, пожалуйста. Все, до воды все? Она за рейлингом привела. Вика, ты за рейлингом? Да. Да. Через Все, готовимся. Тут неудобно. Там лучше было. Так, я далеко от пирса? Да. Сколько? Нет, не по расстоянию, не по длине, а по ширине. Метров 5. 5 метров ближе к пирсу надо, правильно? Нет. Сколько, блин? К пирсу сколько? Метр до пирса. Сколько? Сколько? Метр. Ближе подходи, у тебя нос открой. Ближе к пирсу, правильно Да, едем? ближе к пирсу. Ближе к пирсу. Чуть-чуть приближаешься. Вот можно скорость сбавить. Готовься отдавать. Как только я сбавлю скорость, у нас корма влево пойдет. Все, хорошо, сбрасывай. Сбрасывай, мы сейчас шопим. Отдавай. Отдавай. Давай документы. Only the crew list? Нет?
and boat registry. We going to Just give it to me if it's correct one. Okay. Okay, thank you. And with the sticker one. Yeah, that one. Yeah. Next port of call. Brindisi. Brindisi. 1 second, just to call. Yeah, assist. Do you have a boat stamp? Ink boat stamp? Sign. Only sign. You don't have a boat stamp? No. But without duty free, you cannot take duty free fuel without boat stamp. Why? Because we make the invoices. It's not a regular price of the fuel. So it's customs fuel. So we make invoices and you need to sign and stamp. Only sign. No, but customs is on the boat stamp. Just regular price? Only that, but because we cannot give you duty free without stamp. Yeah, okay. Okay, but then we need to... Where is your bunker? Now we cannot reach. That's position for domestic fuel. Okay. And then after fuel you must move on customs dock behind this sailing yacht and do exit. Because, sorry, Okay. most important thing is the boat stamp. Okay. So let's move you there and we will give you domestic fuel. Then move down and clear you out. Там отбойников нету, да? Только два Нет. кранца. Сильно ты как-то носом. Я его сейчас заверну. Что катать? Метр. Тормози. Я на холостом ходу подкатываюсь. Полметра. Все, выравниваюсь. А давай при первой же возможности. Кранцы КТ, только ты. Так. Кранцы по правому борту Где документы? максимально высоко. Документы вот там. Максимально высоко? Да. Как вот зато яхты будешь лотоваться. На той яхтой. Да. Так, тоже открыл, да? We don't know how many liters, maybe 200. 200, maybe. About. Okay. When I can pay? You can pay it to me. Okay. Only cash? You can pay with card also. Whatever you want. Когда мы выписываться пойдем? Как? Откуда? Ага. правым бортом встает за той белой яхтой. Там очень высоко, там нужно будет покинуть петлю, ходя на берег. Поняла. И там можно постоять, пока выпишемся, да? А. После выписки нельзя ступать на берег. В морском законе. Я читала. Ну, если не веришь мне, лучше уточни у того, кого мы выписываться будем. Check. Cool? Yes. Так быстро? Ah,
Okay, I will bring you the machine here. So Окей. Ладно. Хотели мы заправиться такс-фри дизелем в полцены, на 45% дешевле, если здесь заправляться от обычной цены. Вчера созвонились с ними, списались, они прислали условия, что нужно, ну, то есть на определенное время, потому что у них до этого типа все занято, только в определенное время можно приходить, и нужно выйти по 8 каналу на связь перед швартовкой. Ну, в общем, и нужно иметь с собой документы, винетку, и нужно иметь с собой регистрацию. Ну, как бы стандартные документы. Мы подошли, связались, нам сказали, куда подходить, нас встретили, приняли швартовую, все хорошо, но такс-фри фойль нам не налили, потому что у нас нет чернильной печати. Чернильная печать требуется им для того, чтобы оформить оплату. Они не могут сделать оплату по подписи, как я, если правильно поняла, насколько моего английского хватило. В общем, они сожалеют, развели руками, но ничего сделать не могут. Так что заправиться нам пришлось по обычной цене. Но, в общем, оказывается, что мокрая печать действительно где-то нужна. И нужно ее обязательно сделать будет, как только появится такая возможность. Как мы туда вылезем? А? Как мы туда вылезем? Это меньше, вылезем туда. А вот подойти, там есть муринги. А нельзя подойти туда на набережную, где мы в прошлый раз стояли? Вот это можно идти. Там надо пройти между буем и мурингами, не намотав муринги. Поэтому ты стой, когда на носу будешь стоять, очень хорошо смотри. Там эти муринги, смотри, этот буй показывает, где они заканчиваются. И мы их зацепим, наверное. Да не, они под большим углом идут. Возле буя там даже не должно быть ничего. Может, там так глубоко? Ну ладно. Черную жемчужину задевать как-то дорого. Нет, черную жемчужину называть не будем. Мы можем, если мы пути, мы можем клеем зацепить его. Да. Вот. А если мы там подойдем, то мы клеем там, нам не хватит места. Оставаться с другой стороны. Excuse me, do you know how I should go to the custom pier? On right side of Red Buoy or left side? What do you think? right side. You should just park behind this sailing boat. Just yeah, go from the right side because you have the space between rope and okay. you can just.